Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Милые дамы, если вы чувствуете себя невероятно красивой и счастливой, значит жизнь удалась. Ну а если есть сомнения, то вот вам мои подсказки. Улыбайтесь. Улыбка освещает ваше лицо. Ваш мозг начинает работать так, как будто вы абсолютно счастливы. Ваша улыбка делает счастливыми окружающих. Следите за осанкой. Встаньте прямо, поднимите голову, отведите назад плечи. Теперь вы выглядите уверенно, энергично и просто потрясающе. Думайте о хорошем, а не о плохом. Хватит разглядывать морщинки и проблемные зоны на теле. Не нужно сравнивать себя с леди совершенства. Позвольте своим худшим качествам отойти на задний план. Вместо этого сконцентрируйтесь на своих достоинствах. Посмотрите, какое чудесное у вас тело. Неважно, какой у вас размер, формы или возраст. Ваше тело– это храм чудес. Посмотрите, насколько хорошо оно справляется с тем, чтобы быть яркой индивидуальностью. Цените свои несовершенства. Вы всего лишь часть огромной общности несовершенных людей. Относитесь ко всем недостаткам как к чему-то, что вас связывает со всем человечеством. Недостатки – это новый идеал. Не бойтесь самовыражения. Когда вы живы и экспрессивны, вся ваша индивидуальность видна окружающим. Восторгайтесь. Позвольте себе восторженно и с энтузиазмом относиться к жизни. Не давайте повод своим комплексам прятать от вас всю красоту жизни. Занимайтесь фитнесом. Наденьте обтягивающую форму и начните двигаться. Повышайте уровень эндорфина. Отрабатывайте грациозные движения. Попробуйте заняться йогой, китайской гимнастикой, тайчи или просто отрабатывайте плавные движения, которые позволят вашему телу красиво изгибаться в ответ. Примите свою внутреннюю красоту. Посмотрите, вы же просто святилище красоты. Как быть счастливой каждый день? Все мы разные, уникальные и неповторимые, но всех нас объединяет одно желание – стать счастливой. Вы можете сказать: «Я буду счастливой тогда, когда выйду замуж, сменю работу, вырастут дети, перееду в другую страну, найду себя, похудею». Но вы можете стать счастливой только в моменте настоящего, прямо здесь и сейчас. Счастье каждой женщины начинается с одной простой вещи – с любви к себе. И любовь к себе может выражаться самыми разными способами. Принимать себя такой, какая вы есть, ценить свою уникальность. Не пытаться переделать себя в угоду чьим-то стандартам. Позволять себе реализовывать свои истинные желания. Заботиться о себе, беречь свое здоровье. Чаще расслабляться, освобождаться от стрессов и внешней суеты. Счастье находится не снаружи, не где-то вовне, а внутри нас. Оно раскрывается в вашей душе, как прекрасный солнечный цветок. Все, что вам нужно делать, это ухаживать за ним, поливать, поддерживать его цветущим и светящимся. Когда вы сформируете внутри себя это волшебное состояние счастья и научитесь удерживать его в фоновом режиме, вся ваша жизнь кардинально изменится, преобразится. Каждый ваш день наполнится радостью, красотой, любовью и приятными сюрпризами. Хочу поделиться с вами рассказом Татьяны Ланской. «Счастливая», — думала владелица модной кофейни, рассматривая присевшую за столик известную актрису. Красавица, выглядит на миллион, только и забот, что угнаться за новой коллекцией украшений, выбрать, на каком курорте отдыхать, отбиться от толпы богатых поклонников, да успеть спрятаться от папарацци за высоким забором шикарного особняка. А тут голова кругом идет от этих поставок, налогов, конкурентов, кредитов за квартиру и машину. Ребенок с няней растет, у мужа своя жизнь. Счастливая, думала ее соседка по дому, направляясь в парикмахерскую и случайно встретив кофейную бизнес-леди. Живет этажом выше в огромной квартире, машины меняет как перчатки, а тут пишешь эти программы как проклятая, пишешь, едва-едва удалось накопить на однушку.
Работаешь с утра до ночи, сидишь одна дома, как затворница, ни семьи, ни друга, ни развлечений, ни отпуска, а жизнь мимо проходит. Счастливая, думала о ней парикмахерша, ловко подстригающая влажные пряди. Сама себе госпожа, работает дома, попивая кофеек, потыкала в кнопки на ноуте. Дзынь, деньга на карту капнула, причем приличная. Хочешь в Египет, хочешь в Италию. А тут сколько голов нужно перестричь, тонну волос с пола вымести, чтоб хоть какую-то копейку заработать. И каждый еще угоди, каждая норовит нервы помотать. К вечеру ноги не держит, а дома свекровь зубы точит, чтоб с порога впиться в самую душу. Счастливая, думала о парикмахерше продавщица рыбы, пританцовывая от ноябрьского холода и дуя на распухшие от мерзлой воды руки. Стоит себе в тепле, в шлепанцах и халатике, красоту девчонкам наводит, чаевые в карманчик собирает, а тут у лотка на улице и в дождь, и в снег, и в мороз. Ноги закоченели, пальцы на руках не гнутся. К вечеру доплетешься до съемной квартиры, хлопнешь водки с сожителем, только тогда и согреешься. Счастливая, думала о ней худенькая натурщица, завороженно следя, как продавщица с аппетитом уплетает корзинку с белковым кремом, которую ей принес в блистере грузчик с рынка. Всегда сытая, лопает сладости в удовольствие, каждый норовит ее любя ущипнуть, а тут вечно голодная до стройности, перебиваешься случайными заработками, никогда не знаешь, когда в следующий раз поешь, где и с кем переночуешь. Раздеваешься перед тем, кто заплатит, и привыкаешь быть неодушевленной вещью. Счастливая, думала она натурщице, позирующей молодому фотографу, элегантно одетая дама бальзаковского возраста. Молоденькая, с точенной фигуркой, с загадочным взглядом, вся жизнь у нее впереди. И не знает она, как это, когда увядает красота, как это, когда умирают родные, как это, когда с мужем не сложилось, а у взрослых детей своя жизнь. Не знает горьковатый вкус вечеров в обнимку с одиночеством. Счастливая, думала об элегантной женщине, листающей на лавочке рекламный буклет, старушка, катящая по дорожке сквера инвалидную коляску, в которой полудремал старичок. Еще такая молодая и красивая, здоровая и полная сил. Еще может себе позволить тратить деньги на красивую одежду, вкусную еду и приятные вещи. Еще не знает, как жалкие крохи пенсии уходят на лекарства. Не знает, как это прислушиваться по ночам к затихающему дыханию и чувствовать, что конец близок. Счастливая, думала о семенящей за коляской бабулькой одинокая старушка, перекладывающая из кастрюльки с отбитой эмалью кашу в несколько кошачьих мисок под кустом. Сколько их вижу, всегда вдвоем. Она ему одеяло на ногах поправляет, он для нее норовит отломить веточку рябины. Есть о ком заботиться, есть кто пожалеет. А тут помрешь и не хватится никто. И не знает она, как это варить себе кашу на воде вместо молока, чтобы покормить их, бездомных и голодных, лишь бы хоть кому-то быть нужной. Счастливая, думала о старушке, которой со всех ног неслись десяток котов, молодая бродяжка, пытающаяся успокоить раскричавшуюся двухлетнюю дочку. Может, ради развлечения котов кормить, а мне ребенка не всегда есть чем накормить. Где-то живет она, где-то ночует, кашу вон варит, и не знает, как это, не иметь ничего своего, просить милостыню, убегать от полицейских или спущенных собак. Может, давно бы уже с моста вниз головой, да только детем по рукам и ногам связано. Она развернула помятый пакет, отломила кусок булки, которую сегодня ей протянула сердобольная тетенька, когда они просили подаяние на ступеньках перехода, и сунула в руки голодной девочки. Она не видела, что за ними наблюдает актриса, допившая свой кофе и севшая за руль шикарного авто. Сидит молча, не поворачивая ключ зажигания, и, не мигая, смотрит на девчушку, усердно жующую сладкий хлеб. И у нее перед глазами за миг вся ее жизнь, красивая сказка,
вперемешку с цинизмом, предательством, пустыми обещаниями и ранним абортом. Фальшивые роли, дорогие подарки, от которых на сердце лед, прекрасный дом, пустой и тихий по ночам. Она встретилась с малышкой глазами и от распахнутого детского взгляда перехватила дух. Следя, как девочка обвивает ручками шею матери, она невольно дотронулась до своей, представляя желанное детское тепло и безусловную любовь, которую юная мама, казалось, совсем не замечает. А в голове вертелась только одна мысль. Счастливая. Господи, какая же счастливая! Будьте счастливы и цените яркие моменты жизни. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. Благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!